на сегодняшний день вот все эти сообщения о договоренностях, об отмене договоренностях, о том, кто как кого обозвал в ходе переговоров, это все такая Санта-Барбара, за которой очень интересно наблюдать, но при этом мы должны иметь в виду, что так сказать, почти все, так сказать, что мы наблюдаем, это такой дым, да, который мы напустили. И, к сожалению, как мне представляется, на сегодняшний день разговоров о переговорах, о каких-то сделках гораздо больше, чем самих переговоров. Вы сказали про туман, напущенный сторонами, которые пытаются сейчас о чем-то договориться. Я подумала скорее, что это было похоже на пьесу, в начале которой Трамп раздал всем роли, а Зеленский отказался играть ту роль, которую Трамп дал или пытался дать ему. Но в реальности, получается, если мы все-таки проецируем это на какую-то реальную выгоду для Украины, без гарантий безопасности, эта сделка к миру или к условиям мира отношения не имеет. Ну, не совсем так. Понимаете, опять же, вы очень хорошо использовали здесь театральную метафору. Да? Трамп ведь не просто раздал роли, Трамп еще и пьесу написал. Да? Пьесу о мирной сделке. О том, что вот сейчас идут переговоры о мире, и о том, что он может этого мира достичь, потому что он лучше Байдена. Но огромный вопрос в том, а действительно ли то, что сейчас происходит, это дорога к миру? Понятно, что Трамп хочет мира, потому что ему нужно показать, что он лучше Байдена. Да, то есть, скажем, это иногда надо верить людям, в том числе и политикам. И в данном случае, мне кажется, можно верить Трампу, когда он постоянно выдает свою мотивацию в этих переговорах. Да, то есть, если бы был я, а не Байден, войны бы не было. Если бы так скажем, если бы был я, то эта война бы закончилась в 24 часа, даже если бы она началась и так далее. И вот сейчас я обязательно заключу мир через 24 часа, потом было через неделю после инаугурации, потом появилось 100 дней и так далее. Эти сроки постоянно сдвигаются. Сейчас вроде опять про неделю говорят. Но одного Трампа здесь недостаточно для того, чтобы мир был заключен. Война-то идет все-таки между Украиной и Россией. И ситуация такова, что сегодня, как мне представляется, ни Россия, ни Украина не готовы к миру. То есть мир обеим сторонам, к сожалению, не нужен. Если бы там действительно хотели заключить мир, то, наверное, речь бы шла о каком-то реальном плане, о тех же самых гарантий безопасности, разведения войск, обсуждались бы уже конкретные ресурсы, а на сегодняшний день даже непонятно, скажем, например, Европа, европейские страны, готовы они войска вводить в Украину. А это, то есть, все эти разговоры про гарантии безопасности на самом деле об одном. То есть, кто готов ввести в Украину войска, которые будут разделять противоборствующие стороны. Никаких других гарантий безопасности, я, например, себе не представляю. Так разве не очевидный ответ «никто»? И от этого, отталкиваясь, будет заключен какой-то мир, скорее всего, выгодный России, потому что Украина, мне сложно представить, что она может от этого выиграть. Вы понимаете, если никто, то никакого мира не будет. В истории было много войн, которые заканчивались без мирного договора. Там много можно чего вспомнить, там тоже Столетнюю войну или там Корейскую войну, про которую все знают. Это происходило в двух случаях. Либо одна сторона просто очевидно громила другую и лишала, так скажем, ее всяческих надежд, и уже никакой мир, и де-факто война прекращалась, потому что все было понятно, и никакой мирный договор был никому не нужен. Во время Столетней войны, да, так скажем, просто Англия лишилась всех своих владений на континенте, и поэтому воевать уже было не за что. Либо второй вариант, когда обе стороны лишь не имеют ресурсов для продолжения войны. То есть никто не достигает своих желаемых целей, но воевать уже дальше невозможно. В нашей ситуации, в случае российско-украинского конфликта, мы не имеем ни одной из этих ситуаций. Никто никого не разгромил. На поле боя никто своих целей не достиг. Армии обеих сторон вполне себе функциональны и могут продолжать войну. И самое главное, что когда мы говорим, например, о ресурсах для ведения войны, мы всегда обсуждаем живую силу, то есть
солдат, мобилизованных или контрактников, и вооружение, и финансы еще иногда вспоминаем. Но ведение войны является ресурсом моральный и политический. В частности, политическая воля руководства стран. Готовы они продолжать войну? Хотят они продолжать войну или нет? Или они уже понимают, что продолжение войны для них опасно? В данном случае, судя по риторике даже, судя по разговорам, и судя по действиям, обе стороны этого конфликта готовы продолжать войну. Политически продолжение войны на сегодняшний день выгодно обеим сторонам. Я имею в виду руководство России и руководство Украины. И у обеих сторон есть для этого какие-то ресурсы. Это не обязательно означает, что все потребности армии в вооружениях, в финансах удовлетворены. Этого не было, заметьте, в этой войне этого не было с самого начала. Причем ни для России, ни для Украины. Когда в начале войны тем, кто уходил на войну в Россию и после начала мобилизации, родственники собирали какие-то средства и покупали обмундирование. И чуть ли не оружие, но оружие, конечно, не покупали. Оружие покупали в складчину, что называется. Разные Z-общественники проводили сборы на приобретение оружия для армии. И они сейчас продолжают это делать. Да. То есть государство не в состоянии российское государство не в состоянии обеспечить свою армию. С украинской стороны то же самое. Там жалуются на то, и изначально жаловались, что поставки западных вооружений недостаточны, что армия полуголая, полубосая и недовооруженная. То есть вот этот дефицит ресурсов, про который, именно материальных ресурсов, про которые очень часто говорят и в первую очередь вспоминают, когда оценивают перспективы окончания войны, он был всегда, и он в данном случае не является решающим фактором. А в этой сделке России нужно что-то предлагать? Я имею в виду, что в военном отношении России есть, очевидно, преимущество перед Украиной. Тем более Трамп, по всей видимости, не очень хочет дальше снабжать оружием, не очень хочет дальше вкладывать деньги американские. Кажется, что Россия говорит со стороны силы, ей не надо бы ничего предлагать. Просто подождите. Вопрос заключается не в том, надо ли России что-то предлагать, а действительно хочет ли руководство России закончить эту войну. И сейчас это выглядит пока так, что не хочет. Не выдвигается никаких конкретных предложений. Есть там и в том числе какие-то утечки, с американской стороны по поводу этой встречи в Риаде, которая была. И встреча, по-видимому, выглядела так, что американцы там что-то сидели и говорили, а российские делегации в основном молчали. То есть они никак не отреагировали на предложения идей, американской стороны. И это, как говорят дипломаты, это довольно, типичная тактика ведения переговоров для России, когда мы просто тянем время и ждем, что что-нибудь случится. Политический кризис, если позволите, он... Как вам кажется, он может подтолкнуть Зеленского пойти на какое-то невыгодное соглашение, просто чтобы быстрее завершить войну, чтобы не довести Украину до кризиса во время войны? Понимаете, я уже сказал выше, что окончание войны не хотят обе стороны, если мы говорим о политическом руководстве и Украины, и России. Но при этом все стороны, по крайней мере, украинская сторона, наверное, точно понимает, что там ситуация в украинском обществе, в украинской экономике с этой войной очень опасна. И просто с экономической и гуманитарной точки зрения хотелось бы эту войну завершить. Но тут стоит дилемма. Что будет с тем же Зеленским, что будет с политической ситуацией в Украине, когда война завершится. Сегодня главное основание поддержки Зеленского части украинского общества – это то, что он президент воюющего государства. А дальше что? Когда Зеленский говорит, что проведение выборов сейчас приведет к политическому кризису и чуть ли не гражданской войне, а Зеленский об этом говорил неоднократно, он, я думаю, говорит об этом искренне. Он искренне этого боится. Украинское руководство оказалось в такой патовой ситуации. Вроде бы как и надо войну завершать, а может быть даже хотелось бы ее завершить, но с другой стороны не хочется ее завершать
чтобы не потерять власть. Даже не то, что... Может быть, здесь как бы субъективно с точки зрения Зеленского речь не идет о каком-то корысти, да, каком-то таком эгоистическом властолюбии. Но он действительно считает, и его действия могут быть продиктованы тем, что он думает, что вот сейчас, если война закончится, если он даст слабину, то тут все в Украине развалится. Он один раз уже так себя вел. Вспомните 21-22 год, когда уже было точно известно, что Россия готовит нападение. Зеленский до последнего отрицал этот факт. Он не объявлял мобилизацию, он не предпринимал никаких мер для подготовки, серьезной подготовки к будущему нападению. И как он потом объяснял это? Он говорил, что он не хотел развалить украинскую экономику. Вот то же самое объяснение. Да? Если бы я тогда сказал, что нас ждет война, а не шашлыки в мае, тогда бы украинское общество впало в панику, и все бы развалилось. Вот я думаю, что сейчас у него такое же существует оправдание субъективное. Похоже на это. Он, собственно, так и говорит. Но, что интересно, это бог с ним Зеленским, что интересно, что у Путина и у российского руководства дилемма примерно такая же. Они тоже, я думаю, чувствуют себя сейчас в таком тупике. Когда... Посмотрите, что случилось. Война была во многом начата для того, чтобы мобилизовать общество, сплотить его вокруг власти. И эта цель, со многими оговорками, она достигнута. А что теперь? Вот война закончится. Во-первых, как бы она ни закончилась, рассерженные патриоты будут сердиться и говорить, что нужно было воевать до конца. То есть появится еще одна явная такая оппозиционная сила. Во-вторых, экономическая ситуация сразу не улучшится. Даже не удастся какие-то расходы военные сократить. Санкции сразу не снимут. И все эти социальные проблемы, социальные, экономические, политические проблемы, которые привели Россию накануне войны, в общем, к очень такой напряженной политической ситуации, к росту протестных настроений, после ковида особенно. Это все вернется, да и вернется еще в удвоенном размере. Поэтому обе стороны, если говорить, я говорю именно о политическом руководстве и России, и Украины, находятся сейчас в тупике. Они, может быть, кто-то там и хотел бы завершить эту войну, но они очень боятся ее завершить. А отсюда, в общем, следует нехитрый вывод, наверное, о том, что эта война может завершиться не просто перемирием каким-то, да, а действительно может наступить мир. Только в случае смены политического руководства и в России, и в Украине.